Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами вот таким замечательным узором. Если провести еще ВТО данного образца, все петелечки разровняются, и он будет смотреться еще гораздо более шикарно и эффектно. Узор подойдет как для шарфов, снудов, шапок, так и для крупных изделий, джемпера, свитера, кардигана, что-нибудь такого плана можно себе связать. Раппорт данного узора составляет 10 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Ничего сложного нет на самом деле. И давайте приступим. Начнем с нашего первого ряда. Я уже здесь набрала для одного раппорта петли. И давайте начнем вязать. Значит, первая петля у меня идет кромочная, то есть, еще раз повторю, да, раппорт узор 10 петель. Набираем количество петель кратное 10. Все, ничего сложного нет. Так, первая кромочная. Снимаем и провязываем 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Далее 2 петли. Следующие мы разворачиваем. Для того, чтобы провязать их вместе, сделать убавку с наклоном вправо. Провязали. Делаем накид. Провязываем следующую петлю лицевой. Опять делаем накид. Следующие 2 петли провязываем вместе за заднюю стенку. Таким образом делая убавку с наклоном влево. И остается провязать 2 лицевые петли. Провязали и кромочная, изнаночная. Дальше. Что хочу сказать по поводу изнаночной стороны, изнаночных рядов. Здесь все очень просто, так как мы тоже вяжем в основном все ряды, кроме одного, мы провязываем по узору все петли изнаночные. Но в одном ряду нам придется делать в изнаночном вот в этом убавку прям из 7 петель. Поэтому нужно быть внимательным. Пока на данном этапе вяжем второй ряд по рисунку, по узору, просто изнаночные петли. Когда нужно будет делать убавку, я вам скажу, не волнуйтесь, вы поймете, в каком ряду она будет. Так, провязали. Теперь третий наш ряд. Опять кромочную снимаю, 2 петли лицевых. Дальше опять разворачиваем петельки для того, чтобы сделать убавку с наклоном вправо. Делаем накид, 3 лицевые, 1, 2 и 3, накид, убавка с наклоном влево и 1 лицевая, кромочная, изнаночная. Четвертый ряд провязываем по рисунку. Пятый ряд. Кромочную снимаю, 1 лицевая, 2 петли разворачиваю, делаю убавку, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид и убавка с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Седьмой ряд. Опять же провязываю без изменений все петельки изнаночные. Это был точнее 6-й ряд до этого, да? А сейчас будет 7-й. Значит, смотрите, сейчас 7-й ряд провязываю полностью лицевые без каких-либо изменений, все петли лицевые. И 8-й ряд с изнаночной стороны провязываю тоже без изменений все петли изнаночные. Провязываем, и уже в 9 ряду встретимся, там у нас будут изменения. Провязываем вот эти 2 ряда, 7 и 8 самостоятельно. Провязали, и сейчас вяжем 9 ряд. Сейчас нужно будет нам быть внимательными, мы будем вытягивать вот эти вот наши петли. Значит, смотрите, кромочную снимаю, провязываю 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Все, провязали до середины. Теперь что мы делаем? Вот в эти вот отверстия, да, дырочки, мы сейчас будем протягивать наши вот эти вот петли, делать вытянутые.
Ничего сложного нет, да? Если мы все вязали правильно, делали наши накиды правильно, то мы сюда просто вставляем спицу, захватываем нить, вытаскиваем. Единственное, что смотрите, чтобы вы ее не затягивали, слишком туго не делали, чтобы у вас не получилась гармошка в конце, да, а была свободная нить. Вот сделали один раз, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Немножко еще так подтянули, ослабили, сделали более свободно. Вот эти все ниточки подтянули, чтобы они не были натянуты. Так, подтянули. Таких вот у вас должно быть, получается, всего 6 вытянутых ниточек. Сколько дырок у нас? 3, да? 3 отверстия. Столько и вытягиваем петель в каждую по одну. 6 вытянули. Все. И дальше вяжем опять лицевые петли просто. Оставшиеся 5 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали кромочные, изнаночные. Дальше каким образом? Вот сейчас мы уже вяжем с вами 10 ряд. И вот в этом 10 ряду, который идет по узору, да, по схемке, с изнаночной стороны мы будем вязать немножко по-другому, делать убавку. Здесь ничего сложного нет, все будут изнаночные, просто что нам нужно будет в одном месте вот эти вот 7 петель провязать вместе. Так, значит, снимаем кромочную и вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, провязали. Вот у меня здесь начинаются мои петли, которые я только что поднимала, 6 штучек их. Я их захватываю, 6, и плюс еще беру одну вот эту петельку, то есть всего 7 подхватываю, чтобы сделать убавку, чтобы у меня в конце осталось все равно моих 10 петель. Вот, провязываю изнаночной их все вместе и снимаю. И вяжу дальше 4 петли изнаночные. 1, 2, 3, 4 и кромочная, изнаночная. Разворачиваемся. И вот смотрите, что у нас получилось. Таким образом наша убавка получилась. Вот такая вот. Здесь смотрите, что еще вам хочу сказать. Вот эти 2 убавки я делала, как вам показала, да? То есть сначала я провязала 5, потом захватила 6 и 1 петелечку, да? А вот здесь, вот в этих 2 образцах я делала наоборот. Я провязывала 4 петли, захватывала 5-ю и потом вот этих 6 набранных, да? И вот таким образом у меня здесь, смотрите, получался вот такая вот, не знаю, как это обозвать, петля дополнительная вот образовалась. Непонятно, что здесь спереди, да? Поэтому немножко я переделала уже здесь, чтобы посмотреть, как получится по образцу. И вот этот вариант мне больше понравился. Видите, вот здесь есть вот это вытянутое, а уже здесь нигде нету их. Можете обратить на это внимание, если вам вдруг интересно. В принципе, вы сами можете связать, вы же будете вязать когда образец, и поэкспериментировать, посмотреть, как получается. Так, теперь дальше вяжем 11 и 12 ряд без изменений. То есть сейчас 11 лицевые провязываем, 12 изнаночные. Провязываем по 10 петель без каких-либо изменений. 13 ряд начинаем вязать, кромочную снимаю, 1 лицевая, дальше сразу делаю накид, убавку уже делаю здесь с наклоном влево. Дальше 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 петли, разворачиваю, чтобы сделать убавку уже с наклоном вправо. Провязываю их вместе, делаю накид и кромочная, изнаночная. 15 ряд, кромочную снимаем, 2 лицевые, делаем накид, убавка с наклоном влево,
3 лицевые, разворачиваем 2 петли, делаем убавку с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, кромочная, изнаночная. 17 ряд, кромочную снимаем, 3 лицевые, накид, убавка с наклоном влево, 1 лицевая, 2 петли разворачиваем, делаем убавку с наклоном вправо, накид и 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Сейчас 19 ряд и 20 ряд вяжем просто без каких-либо изменений, просто 10 лицевых петель и 10 изнаночных петель. 21 ряд. Сейчас мы будем вязать с вами вот эти вытянутые петли и уже вот с этой половинкой разбираться. Так, кромочную снимаю и сразу начинаем вытягивать наши вот эти вот 3 петельки делать. Тоже ниточку особо не натягиваем, чтобы она была свободна. Здесь в начале делаем только 3 вытянутые петли вот этих. Сделали и вяжем дальше 10 петель лицевых. Просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и кромочная, изнаночная. Провязали. 22 ряд. Вяжем. Тоже вяжем. Здесь изнаночные все наши петельки идут. Провязываем их. Так. И здесь, ну это только с краю. Не знаю, ну может быть вы можете так делать везде. И здесь вот с самого края, если вы будете делать, я делаю наоборот. 9 провязываю изнаночных, да? Потом вот 10-я петля моя изнаночная и вот эти 3 петли моего накида получается. Я их вместе провязываю изнаночной. То есть сначала идет здесь петля 10 и 3 петли накида. Провязала вместе и кромочная, изнаночная. Все. Вот таким вот образом. Но здесь, как вы заметите, образуется вот такая вот петелька, да? Как я вам показывала, что вот здесь она есть, а здесь их уже нет. Ну, с краю, потому что я как-то что-то не могу понять. Вместе с кромочной провязывать, но оно тогда не смотрится. Причем здесь кромочная к этому ряду. Ну, либо хотя давайте попробуем, может быть. Здесь я как? Здесь я тоже провязывала вместе. Как я вам показывала. Давайте сейчас снимем эти петли и посмотрим тогда. То есть, если я 10-ю петлю провяжу, 10 петель провязываю изнаночными, а вот этот накид из 3 петель и кромочную я провяжу вместе. Что это у нас тогда такое получится? Так. И теперь, если брать схемку на этом этапе, то получается, что уже закончился наш узор, и нам нужно начинать вязать уже опять с первого ряда. Но я все-таки, чтобы была какая-то симметрия, потому что здесь идет еще 2 ряда дополнительных, я здесь сейчас еще тоже провяжу дополнительно 2 ряда, точно так, как и в первом вот этом вот узоре, чтобы оно было симметрично. То есть сейчас 23 и 24 ряд просто провязываем лицевые и изнаночные, чтобы посмотреть, что у нас получается. Кромочную снимаем и просто быстро сейчас провяжем все петли лицевые, потом изнаночные, и на этом наш узор можем повторять уже с первого ряда. Как видите, ничего сложного нет. Главное здесь приноровиться в том, чтобы все-таки, когда петли вы вытаскиваете, они были более свободны. А так ничего сложного. Вот, все, провязала я 2 ряда.
И вот смотрите, что у нас получается, если вязать вместе с кромочной. Вот здесь. Мне все-таки не очень нравится, когда провязываем с кромочной вот этот. Здесь я провязывала, как и в первом случае, так и во втором. Первый вариант, как я вам показывала, что все-таки мы 10-ю петлю захватываем вместе с 3